Запрет на экспорт гречки из России. Эмбарго действует с 5 июня по 31 августа 2021 года. Вчера, 5 июня 2021, в силу вступило постановление правительства России о введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из Российской Федерации. Ими оказались гречиха, крупа грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное. В этом видео подробности запрета, комментарий от Комитета Госдумы по аграрным вопросам, статистика, аналитика и прогноз. Канал Предприниматель Инфо. Как сказано выше, запрещено вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное. На всякий случай поясню. Гречиха – медоносное травянистое растение, из которого добывают гречку. Крупа грубого помола из гречихи и есть гречка. Гречневое зерно обрушенное – зерно, отделенное от битых, дробленых ядер, лузги и мучки, побочного продукта, получающегося при переработке круп, используется в основном для питания животных. Обрушение, то есть шелушение, необходимо для удаления плодовой оболочки. И теперь до 31 августа включительно никакой торговли с иностранными государствами, только благотворительные вывозы. Поэтому, если у вас есть договоренности на продажу гречки за рубеж, то придется их нарушить в силу форс-мажорных обстоятельств. Согласно постановлению правительства от 30 апреля 2021 года номер 684, вывоз разрешен только если целью являются ввоз в другую часть России, то есть если короче будет ехать через другую страну. Отложение припасов, оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам, причем на основании решений правительства РФ, обеспечение деятельности российских воинских формирований, обеспечение деятельности российских организаций в казахском городе Байконуре и на территории крупнейшего в мире космодрома Байконур, обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген в Арктике, где Россия имеет населенный пункт поселок Баренцбург, а также законсервированные поселки Пирамида и Грумант. Если вы осуществляете транзитные перевозки, которые начинаются и заканчиваются за пределами нашей страны, и если таможенные процедуры на вывоз начались раньше 5 июня 2021 года. Почему правительство так распорядилось? Потому что гречка теперь является существенно важной для внутреннего рынка, и ее внесли в соответствующий перечень товаров, согласно постановлению. Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Валерьевич Андрейченко рассказал, что мера нужна для поддержки отечественных фермеров. По его словам, дефицита не будет. Не нужно бежать в магазины и скупать гречку. Это временная мера. Также есть целый комплекс мер по поддержке сельского хозяйства. Цены расти не должны. Все делается для того, чтобы они остались на прежнем уровне, и фермеры при этом не пострадали. Отечественное производство развивается, динамика есть. Сельское хозяйство временами и регионами – рискованная отрасль. Чтобы точно не было кризиса, перепадов на рынке и роста цен, поддержать производителя принимаются такие временные меры. Практика – главный критерий истины. Исходя из того, как будут работать фермеры, будут определяться дальнейшие меры. Главная забота о потребителях. Важно, чтобы не выросли цены. Фермерам же предоставляются разные меры поддержки, чтобы эту ситуацию нивелировать. Союз экспортеров зерна в конце апреля этого года со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы сообщал, что с июня 2020 года по апрель 2021 чаще всего в России закупали гречку Китай, Латвия, Украина, Литва и Япония. Цифры вы видите на своих экранах. И это на 13% больше по сравнению с прошлыми годами. Гречка стала самым подорожавшим товаром прошлого года. А в марте этого года средняя потребительская цена гречневой крупы составила 94 рубля 30 копеек за килограмм. А это значит в годовом выражении плюс 31,6%.
При этом цены производителей гречневой крупы в марте этого года выросли на 52,4% в годовом выражении. С начала 2021 года стоимость гречки выросла на 6,7%. Что произошло в прошлом году? Во-первых, Алтайский край, основной производитель гречихи в стране, а также другие гречишные регионы, Татарстан, Челябинск, стали сеять гречиху значительно меньше. Площади посева сократились более чем на 200 тысяч гектаров. Ее место заняли рапс и чечевица. Во-вторых, из-за холодного лета урожайность культуры значительно уменьшилась. Не все смогли собрать по 15 центнеров с гектара. Для справки, максимальная урожайность составляет 30 центнеров с гектара, то есть 3 тонны с гектара или 300 тонн с квадратного километра. Поэтому произошел скачок цен, так как чем меньше товара, тем он дороже. А в 2019 году, по данным статистики, скачок цен произошел не у фермеров, а у зернопереработчиков. Друзья, читайте наши статьи на канале в Дзене. Переходите по ссылке под видео в описании. Жду ваших подписок. Если остались вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу.